Здравствуйте, друзья и подписчики нашего канала. Меня зовут Виолетта Узеркан. Я являюсь основателем и директором лицензированного агентства недвижимости Vita Emlak в городе Мерсин в Турции. И сегодня я хочу поговорить с вами на такую важную тему, как своевременная оплата за коммунальные платежи в Турции. Как всегда, на запись этого видео меня подтолкнул случай из практики, который произошел буквально на этой неделе. К нам обратился наш покупатель, который приобрел у нас квартиру уже достаточно давно, уже более 3 лет назад, это точно. Мне всегда приятно получать сообщения от наших старых клиентов, но в этот раз содержание сообщения меня не порадовало, потому что он мне прислал скриншоты переписки, как я поняла, с адвокатом, который в сообщениях уведомил его о том, что на его квартире стоит обременение, что на него завели административное дело, что на него управляющая компания подавала в суд, и вот он как раз-таки является адвокатом, и что ему нужно оплатить пошлину адвокату за его услуги, потому что вот у него были какие-то задолженности перед управляющей компанией. Конечно же, я в первую очередь, что я сделала, я позвонила в управляющую компанию, в котором наш клиент являлся собственником квартиры, и узнала о том, что несколько лет назад у него была небольшая просрочка по оплатам айдата. И вот именно в этот период управляющая компания подала в суд, но, конечно же, перед этим они несколько раз пытались уведомить этого человека, каким образом вообще может управляющая компания уведомить. Есть общие домовые чаты, и неоднократно они писали туда о том, что ему нужно оплатить задолженность, и так как их сообщения были проигнорированы, они подали в суд через адвоката. Затем клиент приезжает сюда, он обращается в управляющую компанию, по каким-то причинам управляющая компания не сказала ему, возможно, там сменилось руководство, и ему не сказали о том, что на него подали в суд, и он просто заплатил текущую задолженность. Вот. И все, уехал спокойно и ничего даже не подозревал. Как правило, управляющие компании в таких случаях обращаются к нам, к риэлторам, если это управляющий знает о том, что именно вот этот владелец этого жилья живет в этом комплексе, и он приобретал квартиру через наше агентство. Конечно, в этом случае они обращаются к нам, и мы уведомляем наших клиентов. Но хочу подчеркнуть, что это не является нашей обязанностью. Конечно же, в этом случае мы всегда передаем информацию, но бывает такое, что клиент покупал уже много лет назад, и там уже сменилось руководство в этой управляющей компании, и они не знают, через кого они приобретали квартиры. И это является зоной ответственности собственников. Вы должны позаботиться о том, чтобы получать вот эти вот уведомления в группах, в чатах. Вы должны обязательно предоставить свой телефон в управляющую компанию, возможно, заручиться поддержкой какого-то жильца в этом комплексе, который вам может помогать. Это может быть сосед, ваш знакомый, друг и так далее. Конечно, вы можете обратиться к нам, к своему риэлтору, к специалисту, у которого вы приобретали квартиру, и мы свяжемся с управляющей компанией и узнаем текущую ситуацию по задолженностям. Но хочу подчеркнуть, что это не является нашей обязанностью. Зона ответственности все равно лежит на собственниках квартир. Поэтому мы всегда рады помочь, но вы должны понимать, что физически это невозможно. У нас клиентов более 1000, и мы не можем следить за всеми событиями во всех жилых комплексах, в которых мы когда-то продавали или сейчас продаем. Конечно, те клиенты, которые вот в ближайшее время у нас покупали квартиры, как правило, управляющие компании знают, что вот эти люди, они приобретали квартиры через наше агентство, и они связываются с нами, мы связываемся с нашими клиентами и просим их погасить задолженность. И, как правило, дело не доходит до таких вот случаев, когда уже на недвижимость ставят обременение, на какую-то собственность ставят обременение. Причем управляющая компания обращается к адвокату, а как будет работать адвокат, это уже методы адвоката. Они могут поставить обременение только на вашу квартиру, в которой, вот в комплексе, в котором вы не оплачивали айдат, допустим, да, либо они могут поставить обременение вообще на всю вашу собственность. Поэтому, друзья мои, я призываю вас быть бдительными, следить за всеми сообщениями в общих чатах, и связывайтесь с нами, не стесняйтесь, если у вас есть какие-то сомнения. Обычно мы просим, чтобы наш
клиент оплатил айдат за год, чтобы не было потом головной боли. Но тем не менее следить за событиями, какими-то сообщениями в чате все равно нужно, потому что айдат могут увеличить, могут какой-то собрать экстренный сбор и так далее. И также за то, что вы это не уплатили, это как-то повлияло на работу управляющей компании и на работу вообще всей инфраструктуры комплекса, и также на комфортное проживание всех жильцов, конечно же, они также могут подать опять-таки к адвокату и в суд. К сожалению, вот такая вот система. Также в практике мы сталкивались с тем, что некоторые владельцы собственности пытаются как-то решить проблемы с управляющей компанией, либо с застройщиком, и как-то манипулировать вот этой вот неуплатой. Например, вот решите какую-то проблему в комплексе, и тогда я заплачу айдат, а вот пока вы не решите, я платить не буду. Такие случаи тоже были, и люди по своему незнанию попадали в потом очень нехорошие ситуации при продаже своих квартир. Вот буквально тоже недавно у нас был случай, когда мы уже практически перед сделкой, когда проверяли квартиру, узнали, что на вот этой вот квартире, которую мы сейчас вот продаем, на ней есть обременение. И мы, конечно же, решили этот вопрос, связались с собственником, собственник оплатил все эти пошлины, и оказалось, что ситуация была ровным счетом такая, что собственник спорил с управляющей компанией, пытался что-то там доказать, какое-то время не платил, потом он погасил опять-таки эту задолженность, но тем не менее вот в этот период, когда вот эти споры были между управляющей компанией и айдат не был оплачен собственником, управляющая компания подала в суд. Затем сменилось руководство управляющей компании, и даже после того, как погасили вот эту задолженность, вот эта вот информация, она не была услышана собственником, он как-то не прочитал это уведомление в группе, пропустил, письмо пришло ему на почту, но собственника не было здесь в Турции. И таким образом сложилась вот эта неприятная ситуация на сделке, и там уже учитывая то, что была пеня, то, что нужно оплатить услуги адвоката, вот сложилась такая вот уже достаточно внушительная сумма, которую нужно было погасить. Конечно же, собственник все это погасил, с квартиры было снято обременение, и сделка благополучно у нас завершилась. Так вот, друзья, чтобы избежать таких ситуаций, будьте бдительны. Решение каких-то бытовых проблем с застройщиком и с управляющей компанией – это не метод, это не работает, и вы этим никак не решите, вот неуплата айдата, вы никак не решите ситуацию, вы только приобретете себе лишние проблемы, финансовые затраты, а также проблемы с законом. Ну и в завершении нашего видео также хотела упомянуть еще один случай, с которым мы столкнулись также с нашими клиентами, которые заявили нам о том, что они почти год не жили, почему они должны оплачивать айдат. Это также не работает. То есть, если вы даже здесь отсутствуете, айдат нужно оплачивать регулярно, несмотря на то, что пользовались ли вы инфраструктурой, либо не пользовались, потому что такие правила в Турции. Живете вы здесь или не живете, инфраструктура работает, от того, что вы приехали или не приехали, это уже не проблема управляющей компании. Итак, друзья, давайте подытожим все, что я вам выше сказала. Что мы должны вообще извлечь из этих вот случаев, про которые я вам сказала? В первую очередь, что когда вы покупаете квартиру, заранее, пожалуйста, заплатите айдат. Это поможет вам избежать многих проблем. Второе, пожалуйста, оставьте ваши контакты в управляющей компании обязательно. Подпишитесь на на этот домовой чат, чтобы вы были в курсе событий. Если там пишут на турецком языке, и вам как-то затруднительно следить за событиями в вашей группе домовой, пожалуйста, хотя бы раз в месяц связывайтесь с вашим риэлтором и спрашивайте, какие там текущие дела, есть ли задолженности, нет ли задолженности. Это в дальнейшем вас тоже избавит от каких-то проблем. Ну и хочется добавить, что наши клиенты не были какими-то злостными неплательщиками. Там была просрочка буквально несколько месяцев, которую они потом закрыли, но тем не менее вот в этот период, когда они не оплачивали, вот случилась вот такая вот неприятная ситуация. Я желаю вам, друзья, чтобы у вас не было таких неприятных ситуаций. Будьте, пожалуйста, бдительны.
Обращайтесь к нам, если у вас возникают какие-то вопросы. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас. А если у вас еще есть какие-то насущные вопросы, пожалуйста, пишите, и мы постараемся раскрыть эту тему в следующем видео. Я желаю вам всего самого наилучшего. С любовью из Мерсина. Пока-пока.